Привет, мои дорогие друзья, коллеги! Добро пожаловать ко мне на канал. Что такое копирайтинг? Копирайтинг – это вид фриланса, то есть удаленная работа на дому. В последнее время он приобрел очень большую популярность. А копирайтер – это специалист, пишущий на заказ тексты по разным темам. Это могут быть описания товаров или услуг, образовательные статьи, обзоры каких-то событий, например, и просто любой текст. Как и в любой профессии, в ней есть обычные копирайтеры, зарабатывающие 30-40 рублей за 1000 знаков, и профи, получающие по 500 тысяч рублей за 1000 знаков. Сегодня разберемся, от чего зависят цены на копирайтинг и как новичку быстро выйти на достойный доход. По своему опыту скажу, не слушайте тех, кто говорит, что надо сначала учиться, тренироваться, читать классическую литературу. Чтобы стать копирайтером с нуля, надо просто зарегистрироваться на текстовой бирже типа eTexty, а их на самом деле очень много, и начать выполнять дешевые заказы. И познавать секреты и тонкости писательского мастерства на деле. И, конечно же, после регистрации можно приступать к первым заказам. На биржах есть две категории пользователей – заказчики и исполнители. Первые заказывают статьи для своих сайтов, блогов, социальных сетей, а вторые выполняют эти заказы за деньги. Биржа облегчает процесс поиска заказа и оплаты. На какой бирже лично я сама зарабатываю, я вам показывала, ссылка в описании под этим видео. А порядок работы на биржах такой. Зарегистрируйтесь на бирже в качестве исполнителя, выберите заказ, используя фильтры, имеющиеся на сайте, и подайте заявку на понравившийся. Дождитесь одобрения заявки и приступайте к работе. Иногда можно взять заказ без одобрения. Выполните заказ, соблюдая требования заказчика и сроки. Сдайте и получайте деньги на специальный счет. Выведите их на электронный кошелек или банковскую карту. У разных бирж свои требования к исполнителям. На некоторых, прежде чем взять работу, нужно пройти тест на грамотность, на других можно брать работу в заказ сразу после регистрации. Чтобы в дальнейшем зарабатывать больше, становитесь универсальным копирайтером. Старайтесь брать работы на разные темы и учитесь писать обо всем. Универсалы ценятся куда выше, чем специалисты в узкой тематике, особенно в проектах с большими объемами контента. Третий шаг – начните собирать портфолио. Выполняя первые заказы, сохраняйте тексты, которыми наполните свое портфолио. Спрашивайте у заказчиков, где размещены статьи, и копируйте ссылки на них в портфолио. Когда накопится с десяток работ, можно его почистить и оставить только лучшие. В портфолио также можно добавлять не только выполненные работы, но и отзывы заказчиков о сотрудничестве с вами. Как лучше сделать портфолио копирайтеру, я вам тоже уже рассказывала. Советы вы найдете в моих видео. Четвертый шаг – нарабатывайте базу клиентов и ищите заказчиков самостоятельно. Биржи – это старт для удаленщика. Не планируйте искать заказы на них всю жизнь. Самые интересные, классные ищутся самостоятельно. Для этого нужно лишь подумать, кому нужны ваши услуги копирайтера и где бы вы хотели работать. Если потом у вас появятся крупные постоянные заказчики, выстраивайте отношения абсолютно с каждым работодателем и собирайте базу клиентов, чтобы они обращались в следующий раз прямо к вам. Где работать копирайтером в интернете, чтобы заработать еще больше? Приведу несколько примеров, куда можно устроиться в будущем на высокооплачиваемую должность. Если вы еще станете универсальным копирайтером, способным писать на разные темы, то вам цены не будет. Это копирайтинговые агентства, новостные порталы, различные интернет-журналы, контентные проекты, также авторские блоги, как у меня, например, тренинговые центры, сообщества в социальных сетях. Практически на любом крупном портале или блоге есть предложение стать автором проекта, либо написать статью. На некоторых сайтах такого предложения может и не быть, но если вы видите, что он развивается и на нем публикуются какие-то статьи, то вы смело можете найти контакты и написать им свое предложение. Ну и последний, пятый шаг – это увеличение цен за свою работу. Когда ваша работа начнет пользоваться спросом, клиенты обращаться снова и снова, начните поднимать ценник.
Не стесняйтесь предлагать тем, с кем вы давно работаете, увеличить оплату. Фокусируйтесь на более высокооплачиваемых заказах. Когда у вас уже будет опыт, вы сами поймете, как правильно действовать. И давайте сделаем выводы. Стоит ли идти в копирайтинг? Да. Но я хочу, чтобы вы помнили, в интернете есть очень много всего интересного. Можно стать также контент-менеджером и даже руководителем информационных проектов. Можно запустить собственные информационные сайты. В общем, нет предела совершенству. Копирайтинг – это отличный фундамент для роста в информационном бизнесе. Когда вы будете писать тексты на сайты, вы будете видеть, как эти сайты растут и крепнут, как веб-мастера анализируют своих конкурентов, какие статьи заходят и приносят много трафика и много дохода, а какие остаются на дне. Это очень ценный опыт, так что идти в копирайтинг однозначно стоит, тем более, если вам нравится писать и работать с текстом. И еще хочу сказать, чтобы с нуля стать хорошим копирайтером, нужно очень много писать и анализировать свои творения, смотреть на реакцию и отзывы читателей, воспринимать негативную критику как урок, который нужно усвоить и больше не повторять. Если у вас есть что дополнить, то пишите в комментариях. Очень буду рада вашему мнению и опыту. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем успехов, скоро увидимся. Пока-пока.